Сегодня про Иран, но далеко не в формате, кто там и что написал в какой-то социальной сети, отдаленно напоминающей на правду, а строго по первоисточникам. Что сказал сам Дональд Трамп на камеру или в своей личной социальной сети True Social. С начала января 2026 года в Иране идет волна протестов, и на этом фоне Трамп делает серию заявлений, где постоянно повторяет одну развилку: если власти начнут массово убивать протестующих, США могут вмешаться. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. И да, формулировки там далеко не дипломатические, а максимально прямые. 2 января все начинается именно тогда. Пост в True Social. Пишет он тогда смысл крайне простой и однозначный. Если Иран будет стрелять и убивать мирных протестующих, США придут им на помощь. Правда, не уточняется, кому именно придут на помощь, но да ладно. И дальше появляется фраза, которая разлетелась по заголовкам, она сейчас на ваших экранах. Если читать в оригинале, это звучит как locked and loaded, и по смыслу это заряжены и готовы действовать. Важно вот что. Трамп в этой точке не обсуждает переговоры, санкции или позовите срочно ООН. Он сразу ставит рамку. Насилие против протестующих равно возможный ответ США. 8 января. Интервью Хью Хьюитта. Как раз таки 8 января Трамп говорит уже голосом в интервью The Hugh Hewitt Show. Crown Prince Pahlavi, who is the heir to the constitutional monarchy, he doesn't want to rule. He would be a, symbolic ruler like King Charles. Well, I've watched him, and he seems like a nice person, but I'm not sure that it would be appropriate at this point to do that as president. I think that we should let everybody go out there and we see who emerges. I'm not sure necessarily that it would be an appropriate thing to do. Ему задают вопросы и про протесты, и про то, кто может быть лидером перемен, и тут появляется очень важная деталь. В общих угрозах он максимально жесткий, но когда речь про конкретную фигуру, он гораздо осторожнее. Тут всплывает тема Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Трамп называет его хорошим человеком, но дает понять, что встречаться и делать ставку на одного лидера не спешит. Мол, посмотрим, кто реально выйдет вперед. То есть по тону получается так: я предупреждаю режим, но при этом я не назначаю заранее будущего лидера Ирана. 9 января. Самая цитируемая фраза: не вздумайте начать стрелять. Именно тогда, 9 января, Трамп выходит к журналистам и выдает, наверное, самую вирусную фразу всей этой истории. Он обращается к иранским лидерам и говорит буквально: And I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Если читать это по-русски, это звучит как «не вздумайте начать стрелять, потому что мы тоже начнем стрелять». Это уже не намек и не мы рассматриваем опции, это прямое предупреждение на грубом, максимально понятном языке. И тут же в этой же логике он добавляет, что Иран в большой беде, и США внимательно наблюдает, как протестующие берут под контроль то, что раньше казалось невозможным. 9-10 января. Ударим туда, где больно. Дальше, уже разворачивая ту же линию, Трамп проговаривает еще одну формулировку, которая хорошо ложится в текущий видеоряд. Iran's in big trouble. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. Если режим пойдет по пути кровавого подавления, США могут ударить очень жестко туда, где больно. По-русски же нормальная озвучка: ударим очень жестко по самым больным местам. И обратите внимание, он отдельно оговаривает, что это не обязательно означает ввод войск на землю, то есть он оставляет пространство для ударов без сухопутной операции. И 10 января второй пост в True Social. Иран смотрит на свободу. Это, по сути, финальный штрих этой недели. 10 января Трамп снова пишет в своей социальной сети True Social уже совершенно другим тоном. Цитата короткая, но очень показательная. По-русски это читается так: Иран смотрит на свободу, возможно, как никогда раньше.
США готовы помочь. Тут он уже не пугает, а подбадривает протестующих, и в итоге складывается простая схема. Режиму кнут, улице поддержка, а конкретные детали, как именно помогать и кому, оставлены, как всегда, на потом. Кстати, вот вам живая иллюстрация к теме Ирана и санкций. Я недавно разобрал захват танкера Маринера, там прям кадры перехвата. Подсказка здесь наверху сверху. Ну а также в описании к этому ролику. Что же по итогу, если убрать эмоции? Если совсем коротко, что сказал Трамп за эту неделю? Первое. Он публично предупредил иранские власти. Массовое насилие против протестующих может привести к вмешательству США. Второе. Он использовал максимально резкую формулировку. Не вздумайте стрелять, потому что мы тоже начнем. Третье. Он показал осторожность в вопросе, кто станет лидером перемен, не подтверждая поддержку конкретной фигуры. И четвертое. Он закрепил позицию в двух стилях сразу. Угроза режиму плюс моральная поддержка протестующим. Если вам было интересно, что стоит за этой риторикой про Иран, в том числе нефть и санкции, не закрывайте этот ролик. На конечной заставке вот здесь вот сейчас есть видео про захват танкера Маринера. Там ролик про тот же клубок, санкции, нефть и силовой сценарий, только уже в море и с кадрами перехвата. Жмите туда, продолжим.